Здравствуйте, наши дорогие друзья, подписчики. Так получилось, что муж с сыном уехали к доктору в больницу, потому что ему месяц назад сделали операцию на колени, и там у него были порваны связки. В общем, они поехали проверяться. Египет, древний Египет, это как бы кладезь медицинских знаний, это все такая вот мудрость, и египтяне были самыми лучшими врачами, хирургами, и если вы пойдете в любое вот какое-то путешествие, куда бы вы ни пошли, в Луксор там или еще где-то, обязательно на каких-то барельефах вы увидите операции. Как они делали операции еще в древности. Вот мы ездили в Луксор, в круиз по Нилу, и там показывали в Камумбо, кажется, там показывали, как делают операции. Различные операции показывали. Прямо вот вся стена, вот эта стена посвящена там какой-то этой операции, это другой какой-то операции, различные, просто различные заболевания там рассматриваются. Ну, в общем, египетская медицина, она издревле такая была известная. Вы увидите и на папирусах, и вот на этих барельефах. Но сейчас некоторые считают, что медицина египетская не очень хорошая. Ну, как бы считается не такая продвинутая, как в других странах, как в Германии, там еще в каких-то других странах. Ну, так вот сказать, что я почти 20 лет уже прожила в Египте, и я сталкивалась вообще с различными вопросами, в том числе вопросами здоровья, от банальной простуды, родов, и вот сыну операцию на коленке делали. Вот я хочу сказать, что проблем у нас с медицинской точки зрения не возникало, что мы обращались вовремя просто к врачу. Единственное, что здесь вот так не заморачиваются, как у нас. Допустим, если ты рожала, даже если кесарево сечение, вот ты сегодня родила, а завтра ты поехала домой. Ну, как бы так, здесь много времени на вот это вот восстановление там или еще что-то. Все то же самое относится и к пластическим операциям, и вот сын, допустим, у нас был выбор либо сделать ему по студенческой квоте, и это была бы бесплатная операция. Мы оформляли ему страховку, но мы решили сделать платную операцию, потому что здесь есть такое светило, такой доктор, очень известный в Асьюте, в городе Асьют. Там к нему стоит очередь из людей, вот именно, что какие-то операции он делает, и там у него какое-то особенное оборудование. Ну, то есть я так сильно не вникала, но я поняла, что ему через разрезы, через какие-то проколы вставляли эти камеры, и там эти связки как-то сшивали, скрепляли, не знаю. Ну, вот он восстановился буквально через 3 недели. Через 2 недели ему сняли швы, здесь сняли швы. Через неделю он уже стал ходить без костылей. И вот еще неделя прошла, и он уже спокойно ходит, ну, совершенно нормально, как будто вот ничего и не было. И вот они поехали просто к врачу на консультацию, чтобы проверить после операции все эти МРТ и все так, и так далее. Опять же, медицина, ну, медицина – это не только врачи, еще и таблетки. Таблетки, лекарства. В Египте лекарства не такие уж дорогие, как в других странах. Это можно только потому узнать, что отсюда везут лекарства. В Египте, допустим, очень многие закупаются, везут по полчемодана лекарств. Ну, конечно, так много они не могут вывезти, только для личного пользования они могут. И антибиотики везут, и разные другие лекарства какие-то. Просто здесь не бывает подделок, потому что за подделки лекарств здесь предусмотрен очень серьезный, очень серьезный срок грозит за подделки лекарств. Даже если вместо лекарств будут продавать какой-то сахар, как в некоторых странах, допустим, делают вот это плацебо, ну, как будто это вроде как и не вредит, но здесь за это предусмотрен очень большой срок тюремный.
Что мне еще нравится здесь, в Египте, что здесь аптеки. Это как маленький кабинет доктора. Там работают врачи. Сами же врачи работают, они фармацевты, но они как и врачи. Если ты придешь и покажешь им, что у тебя где-то что-то болит, или как-то объяснишь, даже на пальцах, как ты сможешь объяснить, они тебе могут дать лекарство и даже сделать укол. То есть, если вот ты простыла или еще что-то, тебе нужно срочно сделать какую-то инъекцию, ты можешь пойти в аптеку, и тебе там за ширмочкой просто сделают этот же препарат, который ты купила, тебе сделают укол, спросят, ты кушала, не кушала. Ну, то есть, как бы они сами знают, когда эти уколы применяются и при каких обстоятельствах. Ну, в общем, здесь мы так не заморачиваемся особо по поводу вот этих вот, что надо обязательно пойти к врачу или еще что-то такое. Часто сами себе люди покупают и антибиотики, и там еще какие-то. Я, если простываю, я знаю просто, что мне надо. Именно какой препарат мне помогает. Я покупаю, 3 дня я пропью, и все. И все. Мне просто нет времени болеть, совершенно нет. Потому что у меня все время работа. И я вот, если я чувствую, что мне уже вот пора пропить эти таблетки, я пропиваю эти антибиотики. Здесь очень хорошие препараты. 1 день, на 2-й я уже чувствую хорошо, на 3-й день уже все нормально. Очень многие гости, конечно, многие делают страховки, да. Но если они не делают страховки, им приходится обращаться в частные клиники. И с туристов берут больше денег, чем с резидентов. То есть мне как резиденту нужно идти обязательно с мужем. Допустим, если я иду в больницу, в обычную, General Hospital, мы с мужем проходим несколько кабинетов, они фотографируют все вот эти наши свидетельства о браке, его ID, мой паспорт, и чтобы я проходила как резидентка, то есть по их ценам. А General Hospital, если вы заболели, вам могут бесплатно оказать медицинскую помощь, вам могут бесплатно поставить капельницу, если вы там что-то у вас случилось, могут бесплатно поставить укол, выписать лекарства. В общем, например, рентген или еще что-то такое. У меня вот тоже с рукой было, проблема была с рукой, что я ушибла очень сильно, и мне нужно было сделать рентген этой руки. И я уже где-то рассказывала, поскольку у нас медицинская тема, сейчас я сразу расскажу тоже, что он сказал, а у вас есть телефон? Он сказал, что мы не можем вам сделать рентген, потому что у нас сейчас чего-то там не хватает, чего-то нету. Он говорит, если у тебя есть телефон, мы можем тебе сделать рентген. Я говорю, как это связано? Они говорят, вот сейчас посмотришь. В общем, они мне сделали рентген. Все это перешло у них на компьютер, да, вот это вот моя рука, и говорит, бери свой телефон и фотографируй. Я сфотографировала вот этот компьютер, и он говорит, неси теперь доктору своему и показывай на своем телефоне. У них не было просто пленки, поняла? У них не было пленки, и нужно было на телефон сфотографировать и отнести к врачу, который уже посмотрел, увеличил там как-то, посмотрел и сказал, все нормально, это просто ушиб, нету ни переломов, ни растяжений, ничего. И все нормально. Так потом я поскольку у меня уже был вот этот рентген на телефоне, я потом мужу своему говорю, или кому-то, я не помню уже, говорю, представь, какой телефон. А я только недавно купила новый телефон, iPhone. Говорю, представь, новый iPhone, что делает? Можно даже им рентген сделать. Вот ты сфотографировал свою руку, а потом раз, смотришь, и он показывает тебе рентген. Они все говорят, все, кому я так рассказывала, они говорят, как? Да ты что? Я говорю, вот видишь, я сфотографировала руку, вот смотри, теперь рентген. Нажимаешь там, говорю, какие-то вот есть такая опция, сделать рентген. Вот тебе делает рентген. Они верят, знаешь, египтяне некоторые, они такие,
ну, знаешь, вот как дети, да, наивные, ты можешь все, что хочешь рассказать, и они тебе поверят. Ну, я говорю, да ладно, я шучу, это просто это мне рентген сделали в больнице. Ну, в общем, еще одна особенность такая египетская, что, ну, я уже рассказала, что долго после операции не держат там. Сыну у меня сделали операцию, вот 30 июня ему сделали операцию, и 31-го он уже приехал домой. Короче, всего ночь он там переночевал, причем делали ему поздно вечером. В 9 часов вечера запланирована была операция. Мне кажется, только так в Египте они все делают по ночам, и поэтому и даже операции врач делал вот вечером. И он был первый на операцию, после него там еще было несколько операций, и вот врач, видимо, совсем не жаворонок, а да, сова, ему может быть легче это вечером делать. И вечером почти все операции делаются, как ни странно. Ну и на следующий день его уже привезли домой. До Асьюта 5 часов на машине его здесь привезли. И чем мне нравятся еще египтяне, они очень-очень такие сердобольные, такие заботливые. Допустим, когда родственники узнали, дедушка, там, двоюродные там, братья, дяди, узнали, что у него будет операция, они приехали из Луксора, поехали в Асьют, и там сидели вместе с ним все это время, сидели вместе с ним. Я говорю, зачем они поехали? Вот поддержать, это так у нас принято. Потом, когда он лежал дома, приехала тетя, поселилась вот в соседнем доме, готовила ему кушать. Ну, в общем, здесь потом еще, когда его привезли, он не мог ходить, у него болела нога. Они его взяли, там все соседи понесли его на руках, принесли его на руках, уложили. Потом он говорит, мне так голова болит, я хочу немножко подстричься. Я говорю, ну, а как постричься? Надо было перед операцией. А он говорит, муж говорит, ничего, я сейчас его позову. Он позвал парикмахера, снизу у нас парикмахерская. Он пришел его домой, подстриг его. В общем, здесь вокруг него, знаешь, столько людей. Скажите, если чем-то вам нужно помочь, мы вам поможем. Потом ему было плохо, приходили, делали капельницу здесь, врачи. Аптекарь приходил, делал уколы ему. Ну, в общем, здесь такие вот люди очень сочувствующие, сопереживающие, если кому-то что-то больно. Ну, в общем, все нормально прошло. Вот еще одна особенность, что если что, вдруг заболели вы, скорую здесь можете не ждать. Потому что, ну, здесь, конечно, есть скорая помощь, которая приходит в каких-то крайних ситуациях, в каких-то крайних обстоятельствах, но здесь быстрее вот поймать такси и уехать в больницу срочно, потому что скорую будете ждать до завтрашнего утра. Ну, в общем, так проще поймать такси и самим уехать в больницу. Ну, вот такая особенность. А так, врачи очень хорошие, очень многие говорят по-русски, очень многие говорят на разных других языках. Еще что мне удивило, что в больницах работают мужчины. То есть у нас в основном женщины работают медсестрами, а здесь в основном мужчины работают везде. То есть и врачи мужчины, и медбратья мужчины, очень много медбратьев. Конечно, есть и женщины работают, но мужчин все-таки большинство здесь в любых сферах. И в аптеке тоже, если вы зайдете в любую аптеку, вы редко увидите там женщину, вы, скорее всего, увидите там мужчину, который работает там. Ну, не всегда, конечно, это удобно, потому что есть какие-то вещи деликатные, которые вам нужно купить в аптеке, но мужчине не всегда удобно это объяснять. Поэтому есть некоторые аптеки, куда можно сходить и знаешь, что там работают женщины. Есть даже русские здесь аптеки, где работают у нас русские женщины, которые знают, уже приспособились к этим лекарствам, знают и аналог русских лекарств. Если скажет, допустим, мне нужно что-то типа вот этого нашего,
они обязательно подберут какие-то египетские лекарства. Еще вот здесь вот некоторые спрашивают, привезите мне лекарства из России, мне надо такое лекарство. Вот у нас в группе на Фейсбуке они говорят, ты что, зачем везти? Здесь вот полно этих аналогов. И начинают перечислять здесь и то, и то. Ну, в общем, абсолютно любые лекарства здесь есть. И здесь не подделки, очень хорошего качества. И цена очень приемлемая здесь. Есть некоторые лекарства, просто когда я говорю цену, люди просто открывают рот. Как? Не может лекарство столько стоить? Ну, какие-то таблетки. И до сих пор, несмотря на то, что все подорожало, есть таблетки, которые стоят и 5 фунтов, и 3 фунта, и 4 фунта. Но это вообще даже меньше доллара. Ну, меньше доллара во много раз. Поэтому вот мы поговорили о медицине. Сейчас вот я хотела бы вам рассказать, что вот некоторые боятся, некоторые вот пишут постоянно, вот мы хотим, но боимся. Не бойтесь, Египет, вот по моему мнению, самая безопасная страна. Здесь можно спокойно ходить по городу. Вот я заметила даже сейчас в последнее время гостей приезжать стало из большего количества стран. По моим даже гостям ко мне приезжают и из Швеции, из Норвегии, из Голландии. Ну, они как бы близко. Но сейчас больше стали приезжать из дальних стран. Из Японии, из Китая, из Малайзии, из Тайваня. В общем, вот сейчас, даже вчера вот приехал ко мне китаец. Не поверите, человек не знает вообще никакого языка, кроме китайского. Вот как трудно, казалось бы, как трудно с китайским языком. Приехал из Луксора, как-то сам добрался. Уже в какой-то галопее, рюкзак сзади, рюкзак спереди. Идет просто как какой-то бедуин такой. Во-первых, таксист его высадил не там, где он должен был приехать, и я его забирала там возле отеля. Ну, в общем, ничего, нашелся, не потерялся, каким-то образом приехал со своим китайским языком. Он брал просто телефон, наговаривал на китайской и показывал мне на английском, я читала. Ну, и также вот с таксистами, видимо, общался. Вот. И японцы сейчас тоже ко мне приехали. Она японка, муж ее француз, прекрасно говорят на японском языке. Представь, француз, первый раз я услышала, как француз говорит прекрасно на японском языке. И даже некоторые вещи я понимала, оказывается. И мы с ними вот очень хорошо общались, так вечером пошли, им так все понравилось. Ну, людям нравится Египет. Я вот даже смотрю, они... Большинство, просто многие говорят, мы ожидали чего-то худшего, потому что вот где-то наслушается, кто-то говорит, вот Египет, это вот такая помойка или еще что-то такое, вот такие вот плохие. Они говорят, нет, нам понравилось, и люди хорошие, и климат хороший, и фрукты дешевые, и продукты недорогие, и рестораны вкусные. То есть людям очень нравится, они приятно удивлены. Поэтому приезжайте, не бойтесь, сами посмотрите, сами сделайте свои выводы. Не будьте негативно настроенными, будьте настроены позитивно, и тогда ваш отдых будет замечательный. Потому что в Египте действительно, с каким настроем ты приедешь, с таким настроем и будешь отдыхать. Приедешь настроен скептически, будешь ко всему относиться вот с негативом, ну и, наверное, и получишь такой же негатив. А если будешь позитивно относиться ко всему с улыбкой, с юмором, египтяне очень юморные, с ними можно и повеселиться, и посмеяться, и будет у вас хороший отдых. Так что приезжайте и не бойтесь. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!